Привет всем! Вы на канале Пульс Земли. Ежедневный обзор событий и катаклизмов на Земле. Итак, события за 2 мая. Поехали! На американский штат Техас обрушился довольно мощный градовый шторм. Как минимум в 5 населенных пунктах были отмечены выпадения крупного града, размеры которого варьировались от 3 см в диаметре до 6. Ряд видео, которые сняли во время ливня с градом в центральных районах Техаса, показывают масштаб буйства стихии. На некоторых видео показаны крупные градины, размеры отдельных из них сравнимы с размерами мяча для игры в большой теннис. Град таких размеров нанес повреждения инфраструктуре, побил фасады и крыши домов, разбил стекла. Некоторых жителей стихия застала, когда они были в пути. Как итог, помятые машины, а также вмятины на лобовом стекле. Автор одного из таких видео поделился своими ощущениями. Был неимоверный шум от этих льдин, которые падали на его авто. На данный момент проводится оценка нанесенных повреждений. Пуэрто-Рико сотряс мощный торнадо, который обрушил всю свою силу и мощь на город Аресибо. По шкале Фудзиты ему присвоили уровень EF1 с максимальными порывами ветра 40 метров в секунду. Этот торнадо обрушился примерно около часа дня и привлек к себе внимание многих местных жителей. Его успели зафиксировать на мобильные телефоны и поделиться в сети интернет. На этих кадрах мы с вами можем наблюдать эти ужасные кадры, когда он обрушился на город. Как информируют местные СМИ, за короткий промежуток времени он сумел разрушить и повредить 26 домов, 8 автомобилей и повалить более 10 опор линий электропередачи. Мало этого, он еще нанес повреждения местному заводу, разрушив частично его корпуса и спровоцировав утечку аргона. Власти сообщили, что жертв и пострадавших среди местных жителей не обнаружено. После оценки нанесенных повреждений можно будет сказать, какой полный ущерб успел нанести этот торнадо. А это видеокадры из канадского городка Марден, который находится в южной части провинции Манитоба в Канаде. Местные власти объявили чрезвычайное положение из-за этого внезапного наводнения. Несколько улиц в городе полностью залиты водой, и власти советуют людям избегать ручья Дедхорс-Крик, так как там вода поднимается с каждым часом. 50 домов уже получили приказ об эвакуации, но ожидается, что это число возрастет в несколько раз на фоне предупреждения о дождях на большей части провинции. Власти приняли решение раздать жителям мешки с песком, которые, по их версии, должны сдержать напор воды. Синоптики прогнозируют до утра 3 мая, что в городе выпадет примерно 30 мм осадков, а это уж точно усугубит ситуацию, которая сложилась сейчас в городе. Несколько мостов уже затоплены, по ним проехать на личном авто уже невозможно. Такая ситуация с наводнениями уже наблюдается 3-й день. Анкоридж, город и одновременно округ в штате Аляска, США, отметился сегодня ярким погодным явлением. Около часа дня местные жители смогли стать свидетелями формирования и прохождения пылевого смерча. Это событие длилось всего несколько секунд, но успело вызвать ажиотаж. Последствий от его прохождения не отмечено. Это довольно редкое явление для Аляски. Последний раз здесь наблюдали торнадо в 2019 году. На календаре 2 мая, а в Амурской области идет снег. Да не просто снежок, а падает большими хлопьями. Как сообщают местные жители, сначала пошел дождь, который резко сменился снегопадом. Размеры выпавших снежинок, да и как высота выпавших снежных осадков удивили и самих горожан. Сказать, что это редкость, наверное, уже нельзя. В 2017 году снег в Тынде выпал за неделю до начала лета, в ночь на 23 мая. А в 2018 году зима вернулась в северный город Преамурья 12 мая. Но все равно снегопад в мае месяце это как-то удивительно и по-своему красиво. Днем температура держится на отметке плюс 3 градуса по Цельсию, а вот ночью опускается до минус 5. Гомельскую область охватил сильнейший паводок за последние 9 лет. На востоке Гомельской области, в бассейне Соджа, реки выходят из берегов. В Добруше разлив Ипути и ее притока привел к серьезным затоплениям. Последнюю неделю уровень воды в Ипути поднимался на полметра в сутки. Жителям районов, прилегающих к реке, приходится передвигаться на лодках.
Были затоплены подворья, подвалы и много частных домов. На огородах уничтожены посевы. Норма осадков была превышена в 3 раза. В Гомеле Сож также вышел из берегов, затоплены все пляжи и часть дворов на берегу. В воде оказалась и вся прибрежная инфраструктура. МЧС предупреждает об ухудшении ситуации, которая сложилась в регионе. В ближайшие дни уровень воды превысит опасные отметки на Немане у города Столбцы и на притоке Соджа в Добруши. Местные жители наиболее пострадавших районов делятся кадрами в социальных сетях этой большой воды. Ирак второй раз за 10 дней накрыла мощная пылевая буря. Что-то в этом году какая-то странная активность со стороны пылевых бурь. Их действительно аномально много. Небо окрасилось в оранжевый цвет, пыль стоит столбом. Видимость местами от 200 до 40 метров. Власти призывают жителей не покидать свои дома без острой необходимости, а выходя на улицу, надевать защитные маски. Десятки людей попали в больницы из-за проблем с дыханием. По причине практически нулевой видимости в ряде аэропортов были отменены или задержаны рейсы. Как утверждают синоптики, характерное для этого сезона явление становится из года в год все более частым. Основные причины – это рекордно высокие температуры и уменьшение объемов осадков, выпадающих в регионе. По последним прогнозам, через 20 лет Ирак может лишиться до 20% своих водных ресурсов. В соседнем городе Мосул в Ираке прошел интенсивный двухчасовой дождь, который стал причиной локальных наводнений. За это время на город обрушилась недельная норма осадков, а этого вполне хватило, чтобы образовались пробки на дорогах, а некоторые из них стали непроходимы для движения транспорта. Часть районов были локально затоплены, пострадали и местные рынки, а также часть домов. По заверению синоптиков, ближайшие осадки намечаются не раньше, чем через 2 недели. В Иране продолжаются наводнения уже несколько суток подряд. На этот раз сильные осадки охватили провинцию Йезд, а она находится на расстоянии 270 километров от Исфахана, в котором вчера были сильнейшие наводнения. Иранское общество Красного полумесяца сообщило, за последние несколько дней от наводнений пострадали также и северо-восточно-иранская провинция Хорасан-Резави. По меньшей мере 2 человека погибли, 1 пропал без вести и еще 1 получил ранение. Десятки домов были повреждены, более 200 человек были эвакуированы во временные убежища. Наводнение также охватило округ Тафт. Высота паводка там достигла 50 сантиметров. Иран серьезно пострадал от наводнений также в феврале этого же года. От регулярных наводнений уже пострадали 20 тысяч человек. По прогнозам синоптиков, ливневые осадки продолжатся еще как минимум 3 дня. Огонь от крупного лесного пожара подбирается к американскому городу Лас-Вегас в штате Нью-Мексико. Отмечается, что пожары охватили около 40 тысяч гектаров, в том числе 12 тысяч только за последние сутки. Огонь движется в восточном направлении и практически подобрался к Лас-Вегасу. Более 1000 пожарных борются с этим огнем, однако работу осложняет сильный ветер. Власти некоторых населенных пунктов объявили об обязательной эвакуации. В американском штате Нью-Мексико бушует небывалый по своим масштабам лесной пожар, который уничтожает жилые поселки один за другим. Уже сгорели сотни жилых домов. Огонь бушует и в Лас-Вегасе, там горит 30 тысяч гектаров леса. Густой черный дым накрывает окрестные городки. На улице дышать без защитной маски практически невозможно. Спасатели эвакуируют людей из наиболее опасных мест. Пожарные пытаются остановить дальнейшее распространение пламени. Американский штат Иллинойс вслед за Канзасом также пострадал от торнадо, только он был в разы слабее. Ему присвоили категорию EF0. Это погодное событие было отмечено в городе Оук-Брук. В момент его прохождения зафиксировали видеокамеры наблюдения возле торгового центра. Он прошел довольно узкой полосой, которая не превышала 400 метров, а длина пути составила чуть более 2 километров. На своем пути он повредил несколько строений, сорвал крыши, а также повалил деревья. В результате его буйства жертв и пострадавших не отмечено. Это первый торнадо в этом регионе за последние 50 лет.
За последние сутки на Земле произошло 99 землетрясений с магнитудой от 2,0 до 5,6. Землетрясения с магнитудой равной 5 или более произошли в 4 странах. Каких именно, вы можете увидеть на своих экранах. Ну и по традиции, минутка позитива на канале. Австралийский карликовый поссум. Маленькие карликовые поссумы весят менее 10 грамм. Кроме острова Кенгуру, они живут на Тасмании, а иногда на материковой части Южной Австралии и Виктории. Это животное трудно изучать, учитывая его размер и ограниченный ареал. В настоящее время ученые выделяют 5 видов семейства Берамидаe. Из них только один вид, горный кускус, впадает в зимнюю спячку. Австралийский карликовый поссум имеет хорошо выраженную сумку, которая открывается вперед. У этого зверька большие глаза, маленькие закругленные ушки и длинный хватательный хвост. Живут карликовые поссумы в дуплах. Гнездо делают мягкое и шариком. В гнездах поссумы спят весь день, а ночью выходят на охоту. Карликовые поссумы всеядны, они могут есть все, что помогает им, согласно их размерам: насекомых, личинок, ягоды, грибы, листья, а также траву. Спасибо вам за просмотр выпуска, спасибо за внимание и до завтра.